Всем привет! Сегодня я предлагаю вам приготовить такой килограммовый почти эклер. Это торт Карпатка. В его основе заварные коржи, нежные, вкусные и цитрусовый крем. Ну что, готовы? Тогда давайте начинать. Начнем приготовление цитрусового крема. Для него нам понадобится 100 мл лимонного фреша, 50 мл апельсинового фреша, 150 граммов сахара, 150 граммов яйца, 100 граммов сливочного масла, цедра одного апельсина, цедра одного лимона, 5 граммов желатина, 25 мл воды и 300 мл сливок, жирность не менее 30%. Сливки пока ждут в холодильнике, пока я сварю основу, крем, а сливки уже потом. Лимонный фреш в сотейник, апельсиновый фреш, цедра апельсина и цедра лимона. Снимаем только вот эту яркую часть, оранжевую, белую часть не трем, она горчит. В классическом варианте этого десерта идет ванильный заварной крем. Здесь же на моем канале вы можете найти торт Наполеон, и там рецепт ванильного заварного крема классический. Но мне захотелось немножечко как-то разнообразить, дать совсем другое настроение, кислинку, поэтому цитрусовый крем предлагаю приготовить. Сюда же отправляем яйца и сахар. Перемешиваем. Вода прохладной или комнатной температуры, желатин. Я использую порошковый желатин, 200 блум сила геля. Соединяем желатин с водой, 1 часть желатина и 5 частей воды. То есть у меня здесь 5 граммов желатина и 25 миллилитров воды. Отставляю желатин в сторону минут на 10-15, чтобы он набух. Ставим на средний огонь наш сотейник и при постоянном помешивании доводим до кипения. Смесь должна прокипеть буквально 1 минуту при постоянном помешивании. Помешиваем. Все, немножко прокипел. Обязательно пропускаем через сито. Не оставляем цедру в креме, потому как она может давать нам ненужную горечь. Плюс еще у яиц есть, знаете, вот эти вот канатики нервные, да, они тоже могут давать неоднородность крему, поэтому лучше пропустить его через сито. Кстати, по этому же принципу готовится курд, только в курды не добавляются сливки и желатин. За основу я взяла цитрусовый курд и немножечко доработала, сделала его более воздушным и добавила желатин, чтобы он держал форму. Такая гладкая, красивая основа для крема. Теперь добавляем сюда замоченный, набухший желатин, перемешиваем. Тепла основы нашей достаточно для того, чтобы желатин полностью разошелся. И начал петь песни. Желатин оттуда выглядывает. Сливочное масло, неважно, холодной или комнатной температуры, отправляем сюда же. Перемешиваем и обязательно пробиваем погружным блендером. У меня в холодильнике места очень мало, поэтому я переложу в маленькую. Накрываем пленкой плотно в контакт. Основу отправляем в холодильник на несколько часов. Приготовим заварное тесто. Но прежде чем приступить к приготовлению, включим духовку на 250 градусов. Для приготовления заварного теста нам понадобится 100 мл молока, 100 мл воды, 1 грамм соли, 10 граммов сахара, 80 граммов сливочного масла, 200 граммов яйца и 140 граммов муки. Комбайн, насадка вот такая весло. Отправляем сюда муку. Конечно, можно сделать замес вручную, но с комбайном намного быстрее и удобнее. В сотейник отправляем воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Сейчас не важно, какой температуры сливочное масло, потому что мы все равно его будем прогревать, топить, поэтому может быть из холодильника, а может быть комнатной температуры. Доводим до кипения все, что мы поставили сейчас на плиту. Важно, чтобы смесь закипела и пошла пена.
Смесь закипела, пошла пена. Здесь включаем комбайн на небольшие обороты и заливаем в муку жидкость. Так, перемешали. Теперь возвращаем все в сотейник. Ставим на средний огонь и при постоянном таком вот разминании прогреваем еще буквально 1, максимум 2 минуты. На дне сотейника должна образоваться корочка, то есть мы немного подсушиваем тесто. Так, подсушили. Возвращаем снова в чашу комбайна и оставляем буквально на несколько минут. Можно слабые обороты включить для того, чтобы прежде чем добавить яйца, тесто немножечко охладилось. То есть температура не должна превышать 55-60 градусов. Температура теста, когда мы добавляем яйца, чтобы они не свернулись. А пока тесто у нас чуть остынет, нам нужно подготовить яйца. Довести их до однородной консистенции. Не должно быть таких плотных сгустков. Удобнее воспользоваться блендером или через сито пропустить, но я использую блендер, так быстрее. Пробиваем буквально 30 секунд. Наверное, даже меньше. Я не то вырубила. Дождались. Тесто у меня уже остыло до нужной температуры. Добавляем небольшими порциями, буквально по чуть-чуть, по столовой ложечке. Как только они вмешались, добавляем следующую порцию. И так, пока у вас все яйца не закончатся. В процессе добавления яиц не забывайте снимать со стеночек тесто, чтобы все объединялось однородно, равномерно. Оп. Продолжаем. Эта консистенция теста подходит нам только для данного торта Карпатка, для коржей из заварного теста. Если вы захотите приготовить заварное пирожное, маленькое шу или профитроли или эклер, воспользуйтесь рецептом, который есть у меня здесь же на канале. Называется он «Заварное пирожное». Так. Тесто готово. Перекладываю его в небольшую мисочку. Оно чуть более жидкое, чем то, которое мы используем для приготовления пирожного шу, заварного пирожного. Берем разъемную форму диаметром 22 сантиметра. Рецептура у меня рассчитана именно на такую форму. Так. Выливаем половину массы теста. Распределяем. Тесто может не доходить до края, буквально сантиметр. Оно, когда начнет расти, само заполнит вот эти края. Закладка у нас рассчитана на 2 вот такие формы. Это тесто может полежать, пока выпекается первая часть. Единственное, чтобы тесто не заветрилось, обязательно накройте его пленочкой в контакт и можете по очереди выпекать коржи. Отправляем тесто в разогретую до 250 градусов духовку и сразу же ее выключаем. Засекаем время 15 минут. По истечению этого времени включаем снова духовку уже на 170 градусов и готовим еще 20 минут. Для того, чтобы внутри тесто хорошенько пропеклось, я вам рекомендую по истечении вот этих 30 минут еще при 150 градусах 10 минут досушить тесто. То есть оно визуально не будет у вас меняться, там как-то золотиться, а внутри будет подсушиваться. И, кстати, во время приготовления заварного теста на протяжении всех этих 30-40 минут духовка должна быть закрыта. И конвекцию мы тоже выключаем. 20 минут прошли. Теперь снижаем градус на 150 и просушиваем еще 10 минут. Готов, уже точно, можно открывать. Вот что у нас получается. Почему торт называется Карпатка? Потому что визуально напоминает горы карпатские. Каждый торт получается уникальным и неповторимым, потому что рельеф всегда разный. То же самое сейчас проделаем с оставшимся тестом. Теперь я оставляю мои 2 заварных коржа при комнатной температуре для того, чтобы они полностью остыли.
Заварные коржи уже остыли. Основа для моего цитрусового крема тоже остается взбить сливки. Для того, чтобы закончить приготовление крема, сливки обязательно взбивайте холодные, из холодильника. И для того, чтобы сливки взбились лучше, чашу комбайна перед использованием на 10-15 минут отправить в морозильную камеру вместе с венчиком. Сливки нужно взбивать всегда на постоянных оборотах. То есть, допустим, я взбиваю, у меня комбайн рассчитан на скорость 10 максимальная, я взбиваю на шестерке, вот на протяжении 5-10 минут я взбиваю все время на этих оборотах. Тогда сливки 99% хорошо взобьются. Если вы взбиваете сначала на маленьких оборотах, потом дергаете на большие обороты, скорее всего, сливки останутся жидкими. Сливки для этого крема мы взбиваем до мягких пиков, потому что основа у нас кислая среда, мягкие пики. Если у вас основа, допустим, была бы заварной крем классический или плюс шоколад, тогда вы можете взбивать сливки до максимально устойчивых пиков. Есть. Берем насадку снова вот такую, весло. Добавляем наш остывший крем. Он постоял у меня в холодильнике буквально где-то вот 1,5 часика. Если у вас крем простоит в холодильнике более 3-5 часов, то он станет очень плотный. Его лучше тогда отдельно взбить, а потом объединить со сливками. Поскольку крем простоял у меня недолго, всего лишь 1,5 часа, видите, текстура какая у него, консистенция. Он не очень плотный. Знаешь, у меня для сравнения есть заготовка вчерашняя, она довольно-таки плотная. Смотри, видишь? Ее нужно обязательно размять, хорошенько подготовить, прежде чем соединить со сливками. Но это тоже хороший крем, он не пропал, ничего, все в порядке. Но вот эта текстура более подходящая. Теперь добавляем в сливки нашу основу. Основа наша объединилась со сливками, сразу начала загущаться. Почему? Потому что в основе у нас кислая среда, и сливки начинают как бы в этой кислой среде сворачиваться. Но если у вас сливки, как я уже сказала, взбиты до мягких пиков, то это не критично. Вы вот сейчас перемешаете и выйдете на вот такую красивую, гладкую, идеальную консистенцию, не перебитую. А если сливки будут взбиты максимально плотно, то в итоге крем у вас получится такой рыхлый, зернистый, и ничего вы с этим уже не сделаете. Поэтому внимательно со сливками. Я еще немножечко домешала крем. Смотри, какая гладкая, красивая, да? Ой, супер вкусно сделать такой немножечко вариант подороже. Не цитрусовый, а сделать на основе сока маракуйи. Можно добавить, допустим, 80 мл маракуйи сока, а всю остальную жидкость апельсиновым фрешем, допустим. Маракуйя, конечно, такой запрещенный прием. Это будет тоже очень-очень вкусно. И в сам крем еще можно добавить кусочки манго или банана. Достаем. Оп. Собирать будем в той же разъемной форме. Точно так же пергамент. На дно выкладываем менее удачный корж. Поверх него выкладываем наш крем. Немножко разровняем похлопывающими движениями, чтобы заполнить край, чтобы там не было никаких пустот. И сверху второй корж. Отправляем наш собранный торт в холодильник приблизительно на 3-4 часа, чтобы коржи пропитались, а крем стабилизировался. Ну и будем угощаться и угощать. Торт простоял в холодильнике и хорошенько пропитался. Снимаем кольцо. Какой красавчик. Перекладываем на презентационную тарелку. Он прекрасно держит форму. Такой большой эклер килограммовый. И немного декора предлагаю присыпать тонким слоем сахарной пудры, поскольку у нас цитрусовая начинка, цитрусовый крем, задекорировать цукатами из лимона и апельсина. Видно тебя, Антох? Да. Смотри. Я хочу вот тебе покрутить. Не-не. Хочу, чтобы тебе красиво. Давай, красиво, давай. Ты лучше поближе подойди. Вот, а ему лень. Смотрите, какая красота, лимонные и апельсиновые цукаты. Вы можете приготовить их дома. Рецепт есть на моем канале. Присыпаем тонким слоем сахарной пудры и декорируем цукатами.
Наш торт Карпатка готов. Ну что, кому кусочек? Мне, тебе будешь? Смотри, какой красавчик. И обратите внимание, количество сахара на такой большой торт всего лишь 150 граммов. Ого, сколько сахара! Ну, можете сократить. Поскольку крем у нас получается цитрусовый, то просто вот так совсем убрать сахар не получится. Если вы сделаете классический ванильный крем, то в принципе на килограмм у вас получится там можно граммов 70-80 сахара. Тогда по сладости сократится. Ой, Антон, не снимай меня. Я увел камеру вовремя. Увел, ой, слава богу. 2 подбородка, 15-я беременность за месяц последний. Это очень вкусно. Крем такой, знаешь, нежный-нежный, как такое суфле, как птичье молоко, только еще нежнее. И прекрасно держит форму. И такой кисленький. Все, гаси. Гаси. Знаешь, это все потому, эти килограммы, потому что раньше я десерты в кадре вот так не сжирала. А вот мы сегодня делаем 4 торта, ты представляешь, я 4 куска по 200 граммов. Ну, ненормально же это, да. Все, я пошла на пробежку, давайте тут доделывайте все. Как вы видите, все довольно-таки просто и не уступает всем известным десертам, таким как Наполеон, Медовик, Эстерхази. Уверяю вас, обязательно приготовьте такой торт дома. Поделитесь в комментариях, что у вас получилось и какую начинку вы использовали. Может, вы что-то такое свое нафантазируете. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе.